Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. И 1 сентября уже совсем на носу. И пора готовиться к школьным, так сказать, закупкам. Сегодня мы с вами рассмотрим наш заказ с Яндекс.Маркета. Ссылочки находятся в описании. Вскрывай. Вскрывай, давай вместе. Давай вот так. Эти штучки открою я. Оп. Оп. Как было раньше, все мы с родителями шли на рынок, покупали тетради, ножнички, какие-то карандаши, цветную бумагу для 1 класса, обложки и так далее. Сейчас за нас это делает производитель. Все красиво, удобно и хорошо. Сейчас мы с вами в этом и убедимся. Набор школьника разработан на основе рекомендаций учителей. 50 предметов. Данный набор рассчитан для 1 класса, и сейчас мы с вами распаковку делаем и смотрим. Давай просто вывалим сразу все и будем смотреть, да? Давай, просто карандаш. Да. Все, то есть школьникам на подарок на 1 сентября бабушки, дедушки на заметку. Смотрите, вот такой вот красивый, обалденный набор. Смотри, ручка. Все, смотрим, что у нас здесь есть. Данный набор сделан по всем стандартам школ, то есть все тетради зелененькие, так как сейчас есть стандарт. Тетради других цветов не должны быть. Здесь как набор для рожениц, то есть есть все от начала и до конца. Так, ножницы наши мы уберем и давай начнем смотреть. С чего начнем? С кисточек. Так, кисточки, посмотрите, здесь у нас есть 3 кисточки. Большая, тоненькая и средняя. Посмотри, нравятся они тебе или нет? Да. Класс. Кисточки. Фломастер. Следующие у нас есть фломастеры. Показываю, какие здесь фломастеры. Фломастеры разноцветные, как я понимаю, 12 цветов. Водные фломастеры не на спирту, то есть они хорошо отстирываются от одежды. Даже если школьник что-то там запачкал, все хорошо отстирается. Так, следующее, что у нас здесь есть? Давай, что, теперь я. Следующий у нас вот такой вот набор акварель, медовая. Можно что, кушать? Нет, кушать ее нельзя, но она так называется. Здесь 12 цветов, посмотрите, довольно-таки хорошее заполнение. Полные лоточки. Лоточки довольно-таки... Хорошо. Лоточки довольно-таки наполнены, и краски здесь много. Весит она достаточно увесисто. Давай, теперь ты следующую. Вот это. Так, следующее у нас есть циркуль, посмотрите. Пластиковый, но довольно-таки устойчивый, крепенький. У моего соседа есть такой же. Да? Циркулем надо рисовать круги. Давайте посмотрим на тетради. Бумага, кстати, мягкая, хорошая, лощеная. Поля сразу прочерчены. Все, как доктор прописал. Давай попробуем, как работает циркуль. То есть циркуль не разъезжается. Все ровненько, все хорошо. Посмотрите. 5 тетрадок в клетку и 5 тетрадок получается у нас в линию. 1 класс. Этого будет вполне себе достаточно. Далее мы имеем с вами вот такие вот закладки клейкие. Брауберг. Посмотрите, здесь 5 цветов. Карандаши 4 цвета. Они все HB. 3 голубеньких и 1 фиолетовый. Куда их положим? Где тетрадки? Все, где тетрадки, мы их и положим. 4 карандаша. Ручки соберу. Давай. Сколько ручек надо посчитать обязательно? Так, много. Давай, считай, сколько ручек. 1, Так, 2, так, 3, так, 4, так, 5, так, 6, так. 7. 8. 8 ручек получается. Одна красная, одна зеленая, одна черная. Красная, видимо, для оценок преподавателю. Взятка. 5 ручек синих. Давайте попробуем, как пишут ручки. Плохо пишет. Плохо? Да, зеленая ручка, кстати, плохо пишет. Нужно расписать. Немножко расписать, и ручка, в принципе, начинает писать. Но чернила не очень яркие, но, тем не менее, ручка пишет. Все, вот она начала работать. Все, ручка расписалась. Красная для оценок полностью хорошо работает. Черная. Черная тоже, в принципе, отлично. Следующее, что у нас есть, это ножницы детские. Юнландия. Посмотрите, 130 миллиметров. Сейчас мы их и проверим. Попробуй, как режут ножницы. Удобно тебе будет или нет? Попробуй вот этот листочек порезать. Ну-ка, ну хорошо, полностью режь. Мои плохо лежат.
А это хорошо режет? Да? Эти лучше? Да. Ну, попробуй отрезать листок посильнее. Хорошо? Да. Нравится? Да. Все, отлично. Ножницы вот такие вот малюськи. Хорошо, в принципе, заточены. Но видно, что китайский пластик, но для детей, для первого класса, в принципе, пойдет. Дальше у нас что здесь есть? Дальше у нас есть точилка. Вот такая вот хорошая точилка. Такая же, но только красного цвета. Класс. Дальше у нас есть с вами клей. Тоже Брауберг, все фирменное. Я думаю, вот этого карандаша хватит на весь первый год обучения 100%. Приклеилась? Нет. Как это? Ну, приклеилась же. Ты просто оторвала уже. Ну не надо. Не надо приклеивать. Не будем портить твои тетради. Нет. Следующее. Что это? Как называется? Пластик. Следующий у нас вот такой вот небольшой ластик. Давай ты будешь писать, а я буду стирать. Я назову буква О. Угу. Угу. Софа. Да? А я попробую стереть. Стиралка, в принципе, работает, как мы наговорили. Как... Пустые карандаши стирают ластик. Да. Мы называли ее в школе стерка. Сейчас ее называют ластик. Но, тем не менее, что серый, что белый цвет хорошо справляется со своей задачей. Следующее, что мы с вами посмотрим. Пакет. То есть сразу для первоклашек присутствуют у нас обложки для тетрадей. Давайте посмотрим. Обложки, конечно, качество такое, ну, обычные обложки, как и раньше, как в советское время, из обычного полиэтилена. Все, обложечку хоп, сюда, обложечку сюда, и все. Буду делать тебя. Наши тетрадочки будут все защищены. Обычные, самые стандартные, самые бюджетные обложки для тетрадей. Ничего более нам, в принципе, и не нужно в первом классе. Следующее, что мы с вами видим. Вот такой вот блокнотик для записи Это самых... блокнотик. А что это? Это лягушка. Какая лягушка это Это блокнот? зеленого цвета, значит лягушка. Хорошо. Следующая вот такая вот лягушка зеленого цвета для записи своих потаенных желаний, писем, записок и так далее. Тоненькие-тоненькие листочки легко, в принципе, отрываются вот так вот одним движением руки. То есть для первоклашки какие-то записки писать, девчонкам подкидывать в сумки. Самое то. Папа, это пароль для кисточек. Пароль для кисточек. Хорошо. Данная штука специально предназначена как непроливайка. Сюда заливаете воду и кисточки. Следующее, что здесь в комплекте есть, это вот такие вот 12 цветов карандаши. Давайте посмотрим. Все они уже сразу наточены. Давай попробуем нарисовать сердечки. Карандаши, в принципе, мягкие, хорошо рисуют и хорошо заштриховывают. В принципе, никаких проблем нету, но, конечно, хотелось бы цветность карандашей чуть-чуть получше. Но я думаю, тоже для первого класса, для первоклашек, для рисования будет самое-самое то, что надо. Если давить, получится яркий цвет. Поставь лайк этому видео, не забудь. Был бы у меня такой набор в школе на первом классе, я бы, наверное, был бы отличником, а не троечником. Так, карандашики рассмотрели. Вот такой вот огромный набор получается. Далее, что мы с вами видим? Здесь цветной картон. Вот такой вот. А4, 12 листов и 12 цветов. Достаточно, кстати, плотный картон. Не сильно цветастый, прям не глянцевый. Вот такой вот матовый на обычной не осветленной бумаге, не отбеленной. Следующая цветная бумага, 16 цветов и 8 листов. Здесь обычная тоненькая бумага, вот такая вот. Осторожно, повите. То есть с одной стороны белая, с другой стороны цветная. Вот. Осторожно, повите. Хорошо. Сделано вот в таком вот формате. Следующее, что мы смотрим. Что здесь такое у нас? Апельсиновые линейки. Апельсиновые линейки. Давай вскроем и посмотрим. Давай вскроем и посмотрим, что это за линейки у нас тут. Вот такой вот угольник. Вот так вот можно. Да. Транспортир. Вот такая линейка и вот такой вот угольник. То есть все, что нужно первоклашке, здесь точно
есть. Ни о чем больше задумываться не надо. Далее, здесь вот такой вот конвертик. То есть какие-то бумаги, какие-то справки, может быть, либо записку от мамы, что сегодня вы прогуляли школу, можно положить вот сюда. Далее у нас есть вот такой вот альбом для рисования. Посмотрите, какой красивый пейзаж. 20 листов. Вот такая вот бумага, довольно-таки плотная, плотнее, чем А4, допустим, офисная, так что рисовать на нем будет достаточно удобно и хорошо. Все, сразу испытываем линейки. Как линейка тебе? Хорошая. Хорошая, нравится? Да. Ручки пишут, линейки хорошие, без зазубрин, то есть все у нас получается. А если в школе будут маленькие стульчики? Ну ты же все сразу не будешь в школу брать? Ты что-то одно, на рисование возьмешь альбом, на математику возьмешь тетрадь и ручку. Нет. Как? Карандаши и фломастер и заклейку. И вот это, и вот это. Ты будешь только рисовать, что ли, в школе? Нет. Надо же еще учиться считать и писать. Я возьму только красную ручку. А то... Ты будешь двойки всем ставить? Нет. А что? Я им буду делать оценки. Всем остальным, да? Ну, правильно. Правильно, и сама себе буду ставить. И последнее, что здесь есть, это белый картон, вот такой вот 8 листов. Тебе все понравилось? Наполнение, ручки, карандаши, линейки, все ли тебе понравилось? Да. Да. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Подготовились мы с вами к 1 классу вот таким вот набором. А где покупал и ссылочку на данный набор на Яндекс.Маркете, я оставлю в описании. Переходи, посмотри. Есть как дороже, так и дешевле, как и есть и совсем бюджетные. Но пересмотрев целую кучу данных наборов, я выбрал единственный, который соответствует цена равно качеству. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит ваш бюджет. Пока!